Друзья, всем привет! Солнечно у нас, как всегда. Сегодня мы едем в очень интересное место. Мы едем в буддийский храм, который находится на горе. Очень святое место, недалеко от Пномпеня. Покажу, думаю, будет интересно. А сейчас мы остановились на заправке. И я, знаете, чему тут удивлен? 7-Eleven. Кто знает, эти магазины. Супер классная сеть, оказывается, пришла сюда. Вот такая здесь заправочка. Так, ну а мы едем дальше. Дальше будет интересно. Так, мы приехали, получается, и здесь вот ребята все хотят помочь, тут сразу, чтобы запарковаться. У них здесь такой движ. Так, а мобильный парк не ресторан. Так, ну вот стоило выйти, и здесь все пытаются что-то продать. Цветы, шары и все остальное такое. Так, Тимуру достался шарик. Соску надо убирать. Все. Соску убирайте отсюда. Убираем соску. Все, хватит. Хватит соской. Бабушка вот только соску и соски приучает. Парни, надо говорить, да? Сын, тебе говорить надо. Так, нам надо идти на гору уже подниматься. Эпи точно не пойдет. А мы пойдем. Сейчас, я так полагаю, мы пойдем, найдем место, где сесть. Итак, друзья, сейчас будем подниматься на гору, на небольшую. Эпи с нами не пошла. Бабушка с собой Тимура взяла, не стала оставлять ее с Эпи. Ну, такое сейчас будет интересное у нас путешествие. Подъем. Здесь, как всегда, на подъеме, как всегда, торговцы. Тут везде, значит, вот расположены урны для пожертвований. Вот такая вот большущая лестница. Ну да, подъем будет. Для меня-то легкий, понятно. А для Тимурика точно нет. Ну, его бабушка понесет. Или девчонки. В крайнем случае я. Храмовые обезьяны. Не знаю, насколько они опасны, не опасны. Нужно быть осторожным. Получается, на Индонезии, когда я был, там они таскали. Они, получается, таскали и очки. Обезьяны, обезьяны. Тимур, обезьяны. Манки. Обезьяна по-русски говори. Какие манки? Продолжается подъем. Так, сказали снять обувь. И вот этот великолепный храм. Красивый, конечно, очень. Белый. Друзья, в 2002 году, в декабре,
Сюда была торжественно перенесена частица праха Будды, который привез уже ныне покойный король Камбоджи Нороданом Синаук в 1952 году из Шри-Ланки. И король собственноручно поместил их в новом куполообразном сооружении. Высота ступы 42 метра. Отсюда открывается потрясающий вид с этой террасы. На прилегающие окрестности. Вот там внизу рынок, и там осталось Эпи нас ждать. А вот там, на той горе, по-моему, один из каких-то старейших тоже храмов есть. Я к нему попытаюсь сейчас пройти. А пока мы здесь. Ой, ну вот эта вот история мне, конечно, не нравится. Получается, ты этих птиц у него покупаешь, он их выпускает, а потом он их опять ловит. Типа он их выпускает на счастье, на удачу. Как бы такой замкнутый круг. У него все время заинтересованность этих птиц поймать, а у тебя заинтересованность как бы этих птиц выпустить. И где его разрывать? Ну, разрывать очень просто не покупать их. Друзья, территориально сам комплекс находится примерно в 35 километрах на северо-запад от Пномпеня. И на этой территории с начала 17 века по 1865 год в городе Удонг, который находится у подножья холма, находилась столица Камбоджи. Отсюда вообще потрясающий вид такой. Не знаю, видно ли на камеру, но вот эта вот пальма, которая в наших фильмах периодически фигурирует, эта пальма везде, смотрите. Пальма, у которой вино есть. Она везде. С холма открывается потрясающий вид на рисовые реки и на центр Випассаны. В 19 веке в Мьяме буддийские монахи разработали ряд подходов к медитации на основе палийского канона, которые получили известность под названием Випассана. В центре Випассаны в Удонге обучение випассане предоставляется совершенно бесплатно для всех желающих. Однако есть возможность внести взнос любого размера на нужды медитационного центра или монастыря. Который здесь камни, видите, песчаник вот этот, с которого тут все делалось, что достаточно древние.
посмотрите, как красиво. Здесь, получается, какие-то камни присутствуют такие. Не знаю, насколько они какой-то ценности имеют, но очень красиво. Я не в том плане, какая ценность, а в том, что они там драгоценные, не драгоценные, что-то за камень, но какой-то камень интересный. Или это просто краска. Смотрите, вот у этого храма получается 4 лица Будды. Конечно, без обуви тут спускаться сложно. Вот в прошлый раз мы здесь ходили, почему-то тут можно было обуви. Ну, может, надо было с собой взять. Но уже мне проще так дойти сейчас. Босиком. Это более древний храм. Местные здесь фотографируются. А, вот внутри здесь можно зайти, храм заснять. Да, внутри я был один раз уже в этом храме Сэпи пару лет назад. Смотрите, сколько везде статуй Будды. Здесь их 1000 или даже больше. А вот здесь навязываются такие веревочки буддийские. Ага. Вот эту веревочку. Вот эту веревочку. Chơi chơi Phật tham mía chơi chơi sang kia chấm ran nơi chơi chơi sra chơi chơi ran thi mò mía chum chơi nhà ra sa không ao sát trâu nam mò biên lục pro ban chơi chơi sọc sam san sao mà lục pro ban nhung rồi chạm có lục pro bia sai sao mà nơi ngày này ao lục pro miên sợi xua sợi chơi có sọc sài lục pro chnia am mía sát trâu club tiêu ti uma saraka bên thang ra hôm nay sa bảo mía uma saraka bên thang ra hôm nay sa bảo mía uma saraka bên thang ra hôm nay sa bảo mía maha liệp heo hôm nay maha liệp tông hôm nay chụp chơi hành sọc sài nè Так, ну вот, друзья, я тоже, можно сказать, что как
побывал в храме хорошем. Красные веревочки я всегда ношу на удачу, друзьям своим дарю. Ну, к этому можно относиться по-разному. Я, допустим, верю в том, что она приносит какую-то тебе удачу. Но опять же, удача, она с чем сопутствуется? Или какой-то позитив? Для этого нужно делать позитив. Надо как бы самому нести позитив. Если ты позитив несешь, то и позитив тебе будет возвращаться. Поэтому здесь все именно так. А если как бы ты будешь нести не позитив, то значит не позитив и будет тебе возвращаться. Поэтому здесь все взаимосвязано. Это мое мнение сугубо. Недавно как бы так накосячил, можно так сказать, с этими. Что? Что ты хочешь? Нет, нет, вот доллар нет. Мальчики просят денег. Нет, ни в коем случае. Не даю вообще. Я уже сказал сегодня, сколько раз ни копейки вообще маленьким детям не давать. Потому что это как бы... Это как бы, значит, называется, чтобы это был вообще порочный круг. Его нужно только разрывать. Я понимаю, когда там благотворительность присутствует, там, когда ты на болезни, не дай бог, там какие-то дети болеют, да. Тут даже разговоров никаких нет. Детский дом, помочь всегда. По возможности мы помогаем. А просто так вот, кто бегает, побирается, нет. Это, мне кажется, вред настоящий такое дело нести в таком случае. Так, а я, получается, сейчас вот спустился от того храма вниз, и сейчас я иду к другому храму, который... Или там ступа стоит какая-то, я не знаю, как это даже назвать правильно. Да пускай простят меня знатоки этого. Здесь вот тоже очень много вот этих мест. Они такие более темные. Вот эти места для отдыха и обеда. И немножко как бы грязновато здесь. Там, где мы нашли вообще чистое, классное место. Скажу так, Камбоджа меняется, становится более чистой. Люди начинают понимать, что надо меньше мусорить. Пока я шел, получается, к другому историческому месту. Вот еще какое-то историческое место, очевидно, какое-то очень древнее. В таком состоянии, в полуразрушенном. Не написано, что это такое вообще. Какое-то древнее сооружение. Таких здесь вообще очень много. Будем вместе с вами исследовать. Так, вот подъем еще такой, конечно, не такой высокий, как к тому храму, но тоже подъемчик. Тут все абсолютно на кмайском языке. Что-то тут восстанавливают. Очень древний храм. По крайней мере, как я вижу. Можно купить благовония, поставить и цветы. Сегодня такой нормальный день. И в спортзал идти не надо. Тоже вот древняя ступа. Так, они вот говорят баранг, иностранец. Баранг-то иностранец. Им интересно посмотреть, что иностранцев здесь мало. Так, вот тут тоже Будда в этом храме. Ате. Дедушка сидит, курит. Да, дедушки. Ну, красиво здесь.
Джунгли. Все древнее. По дороге вот встречаются всякие торговцы, которые продают какие-то непонятные штуки вообще. Просто непонятные штучки. Какие-то вот какой-то посох. Вот что-то тут. Ну, какие-то, скорее всего, молитвы или пожелания написаны. Ты можешь кинуть сюда денежку. Тогда это, наверное, будет сбываться. Так, заключительное место сегодня. Я просто помню, что мы здесь были. Вот в этом храме нужно будет спускаться. Сейчас заглянем вовнутрь. Да, вот такой интересный здесь Будда в какой-то военной форме. Историю не знаю, но какая-то интересная история. А, Grandfather? Какой-то дедушка, так и не понял кого. Какой-то дедушка. Конечно, когда не владеешь особой информацией, просто особо не понимаешь, что да как, это немножко, ну, не дает как бы полного кайфа и понимания, потому что как бы всегда хочется, я вот как бы увлекаюсь историей тоже, мне всегда очень интересно понять, когда это было построено, для чего это было построено и какую оно там несет информацию, все это там, допустим, какое-либо сооружение, там неважно, это храм или какая-то пагода или вообще какое-то древнее сооружение. Вот, но ведь Эпи не может ходить сейчас на такие большие расстояния, сюда подниматься уже тяжело, поэтому я двигался один. Но так вам могу сказать, очень много здесь интересной информации, очень много. И это всего лишь один какой-то клочок, который здесь есть, потому что Камбоджа просто насыщена такими древними местами, куда мы будем ездить с вами вместе. Вы все это будете видеть, все это будете смотреть. Я обязательно буду туда вас привозить. Друзья, всем спасибо за просмотр. Комментариев жду от вас. Поставьте лайк, если считаете нужным. Ну и все, всем удачи. Ждите новых видео. Пока. Так, а я знаю, вот здесь уже дорогу. Я не пойду, получается, наверх, а пойду вот здесь. Пойду по джунглям. Напрямик. Под ноги только надо смотреть. Потому что тут может быть хоть что. Ну, днем навряд ли. А вечером может быть кто-нибудь проползать или пропрыгать. Вот так и двигаться с детьми. Друзья, как я и говорил уже вам, да, что около 5% населения в Камбодже это мусульмане. Вот мы сейчас, кстати, проезжаем одну из мечетей. Здесь их порядка 280, по-моему. И я вам как-нибудь потом расскажу, мы съездим здесь на мусульманский рынок, здесь есть, они здесь рыбой торгуют. Вот, преимущественно они селятся всегда, ну или проживают примерно в одних районах. Вот, кстати, тут еще одна была мечеть слева. Вот еще одной особенностью является, смотрите, приходится обгонять, это называется обгон справа, если у нас, да, потому что некоторые грузовики, вот у них так принято, вот они берут и просто едут в левом ряду. Я вообще не знаю, почему так именно происходит. Хочу, кстати, вникнуть, вообще хочу поговорить с водителем какого-нибудь грузовика, почему они едут вот с этой стороны. И все, тем самым как бы приходится обгонять их справа.
сами дорога получается не совсем ровная, не как положено. Потому что тут справа, тут слева. Ну, короче, это не, скажем так, это точно не по мировым правилам. В мире нигде так вот не ездит, как вот здесь. Потому что опыт вождения-то в мире у меня есть, но здесь, конечно, такая вот странность есть. Потому что грузовики занимают левый ряд и пофигу вообще. Просто пофигу.